Всем привет! В этом уроке мы научимся делать вот такой мрамор. Мрамор может быть из двух цветов, можно из трех, можно из четырех. Все по вашему желанию. Можно сделать в разных цветах. Вот такой, например. Такой. Вот такие. Здесь цвета разные, но техника одно и то же. От цвета техника не меняется. Все делается так же. Просто цвета вы выбираете сами по своему желанию. Покажу, как заливать в стаканах тоже. И как заливать поднос. Тоже можно в разных цветах делать по вашему желанию. И давайте приступим к практике. Итак, какие материалы нам необходимы? Нам нужен, как всегда, скульптор, диоксид титана, белый пигмент, черный пигмент. Я из него буду делать серый, желтый пигмент, молд, который мы будем заливать, вода и фейри или другое моющееся средство. И вот такие емкости. Сейчас покажу, почему они нам нужны. Итак, давайте будем делать основной раствор. Основной раствор у меня белый. Расход вы считываете сами. Мне нужен примерно 140 грамм воды и 500 грамм скульптора. Добавляю диоксид, 6-8% от массы гипса. Перемешиваю. И добавляем скульптор. Перемешиваем хорошенько. И чтобы грязи не было от скульптора, я добавляю, как всегда, фейри. Перемешиваю. Итак, теперь берем две емкости. Почему два? Потому что я буду делать желтые прожилки и серые прожилки. Вы можете добавить еще какой-то цвет. От этого, еще раз повторюсь, техника не меняется. И сюда заливаю раствор. И сюда. И в один раствор я добавляю желтый пигмент. Вы можете добавлять какой вы хотите. И в другой добавляю черный пигмент. И перемешиваем хорошенько. Пока не получим однородный цвет. Перемешиваем. Вот такой желтый у нас получается. И перемешиваем второй. Если вы заметили, я раствор делаю больше, чем в классическом мраморе. Добавляю больше, чтобы активный узор получился. Хорошенько. Перемешиваю. Все. Готово. Ставим наши молды, которые мы будем заливать. И сюда теперь добавляем серый раствор. Если хотите, чтобы узор активный был, чтобы белого было меньше, вы добавляете пигментов, то есть
вот этих растворов побольше. Если хотите, чтобы серый цвет был больше, добавляете серый больше. Если хотите желтый, чтобы было меньше, добавляете желтый меньше. Или наоборот, если вы хотите, чтобы желтый в готовых изделиях было больше и серого немного, соответственно, желтого добавляем больше, серого меньше. Все логично и просто. Итак, вот так. Здесь я хочу, чтобы узор активнее был, и я добавляю побольше. И желтого немного, меньше, чем серый. Перемешиваю, не сильно, совсем чуть-чуть, вот так. И точно так же, как в классическом мраморе, заливаем. Техника заливки точно такая же. Смотрим, чтобы к стенкам стакана не попадал раствор, чтобы рука всегда была в движении. Техника заливки точно такая же, как в классическом мраморе. Итак, давайте заливать. Вот так. Вот с такими движениями заливаю. И смотрим, здесь, если пигмента поменьше, мы можем опять же повторить ту же процедуру. Серого добавляю, и желтого добавляю. Чуть-чуть совсем перемешиваю и заливаю под нос. Также рука всегда в движениях. И все, форму не трогаем, не трясем, оставляем на час. Так, давайте посмотрим, что получилось. И вот такая красота у нас получилась. Ни одного протеков. Все четко и красиво. Опять же повторюсь, вы можете размешивать другие цвета. Здесь, например, коричневый и темный-темный серый. И у меня получился вот такой. Здесь у меня красно-коричневый и желтый. И получилось вот такой узор. Здесь у меня светлый-светлый желтый и коричневый. Вы можете тоже сочетать любые цвета. Давайте посмотрим поднос какой. Поднос как получилось. И вот такая шикарный мрамор у нас получается. Считаю, что красиво получилось. Вот такой.